Вітаю вас! Я Світлана, це мій сад під Києвом. Запрошую до мене у гості. Сьогодні розповім, як я обрезаю троянди свои. Как вы видите, уже полкруга обрезано. Ну, частично я там и возле дома обрезаю. Расскажу, как я это делаю, чем обрабатываю после обрезки и чем подкармливаю. Вы спрашивали в комментариях этот вопрос. Объясню, чем подкармливаю, а чем нет и почему. Видео скорее полезное, чем красивое, потому что розы отцвели уже. Они уже отцвели довольно давно, но обрезают только сейчас. Расскажу почему. Идемте. Стало немножко грустно уже в саду, но скоро нас ждут новые цветы. Ну, начну с того, что покажу вам инструмент. Конечно, можно секатором, можно ножницами, можно вот такими маленькими ножничками. Они скорее что-то промежуточное между секатором и ножницами. Главное, чтобы они были чистые и острые. Второе хочу сказать, использую самые обычные перчатки, купленные в строительном магазине. Мы и работаем в них. Главное, что прорезиненная ладошка относительно и мягкая верхняя часть перчатки. Вот такая. Что касается обрезки. Сейчас я краги не буду использовать или какие-то высокие такие перчатки, чтобы защититься от колючек. Их я использую осенью, когда обрезку делаю. Сейчас достаточно таких. Вчера я даже одну руку без перчаток брала, потому что этой рукой берешь за цветочек отцвевший. Видите, уже тут даже лепестков нету. Все на газоне было засыпано лепестками, но я когда кошу газон, я их убираю. Про инструмент сказала, про перчатки сказала. Сейчас непосредственно про обрезку. Почему я ее делаю так поздно? Дождалась, пока 80% роз отцвело. Потому что я хочу, чтобы второе цветение было такое же пышное, как и первое. То есть, как только мы срезаем у розы побег, обрезаю наполовину. Сейчас расскажу почему. Она пускает новые маленькие побеги. В прошлом году я рассказывала, что можно срезать только отцвевший цветочек непосредственно с ягодкой шиповника или немножко больше. Как многие блогеры, садоводы рассказывают, до первого листика с 5 листиками до первой веточки. То есть отсюда пойдет побег. Но я хочу, чтобы у меня на клумбе все кусты были примерно одинакового размера. Так, конечно, не получится, потому что у меня тут и чайно-гибридные, и флорибунды, и даже шарабы посажены. Я просто выбирала розы, какие нравятся, и сажала. Поэтому ограничить в росте у меня получится только обрезкой. Если я сейчас у шараба, допустим, вот у этого срежу на вот такую высоту, покажу вам ближе, а вот даже и бутон уже, ее размер будет выше моего роста, она нарастет. Если я ее укорочу, даже те ветви, которые уже выпустили маленькие побеги, как не жалко, и бутоны, срежу наполовину, то есть попытаюсь выровнять всю эту клумбу в одну высоту. Следующее цветение у меня будут, они нарастут примерно одинаково. Короткая обрезка считается после первого цветения довольно коротковато. Если у вас не принципиально такая задача не стоит, где-то один горшок с розой, да, и вы хотите большой красивый куст, учитывайте,
Если роза держит сама свои побеги, можно обрезать только цветочек, сохранять ей высоту. Вот эта роза, кстати, и тонкие побеги, а держит себя сама. Так что учитывайте свои интересы, свои запросы и что вы ждете от розы на второе цветение. Большой красивый куст или средний, плотный, набитый. Количество цветов от этого практически не изменится. Изменится только форма и размер куста. Но сейчас покажу, как я обрезаю чайно-гибридные, флорибунды, а потом обязательно плетистые. Потом перейдем, я вам покажу, чем удобряю и чем подкармливаю, и чем обрабатываю от вредителей и болезней. Идемте, перейдем на другое место. Ну что, вот я вам сейчас покажу на примере розы Джеймс Гэллоуэй. Это большой мощный куст, шарап, роза английская, очень красивая, некоторые цветочки еще остались. Вот эту огромнейшую ветвь я сейчас срежу даже больше, чем наполовину. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот такую ветку. Почему такая длина? Потому что разветвление начинается вот тут. Вот в этом месте. То есть вот эти все побеги, если мы обрежем вот на этом расстоянии, пойдут из всех пазух, не из всех, из верхних 2-3 ветвей. И куст будет еще больше, огромней. Джеймс Гэллоуэй у меня вообще большой такой куст. Он мне таким большим конем тут на клумбе не нужен. Если бы он рос где-то отдельно, тогда бы обрезка была другая. Отлично цветет роза у Маши Барбара. Я ее как-то не хочу и обрезать, особенно на фоне этих лилий, таких как свисающих белых. Очень красиво. Про шарап вы поняли, то есть ровно наполовину. Вот еще что хочу сказать. Делайте обрезку вечером. Это я для съемки сейчас, обед у нас, пока собралась, пока настроила все. А вообще обрезку осуществляйте где-то после 6, после 7. Обязательно после этого включите полив. Акцентирую. Розы любят полив под корень. То есть трубку капельную проложите. Сейчас покажу ближе. Это роза Let's Celebrate. Смотрите, у нее уже пошли побеги. Видите, сами не стали ждать, пока мы их обрежем. И вот верхние пазухи, 2, 3, ровно 3 пазухи верхние обрезаны. Вот так показываю вам, видите? И тут бы были цветы. Мы понизили ее до вот этой веточки. Что еще хотела сказать? Чего вы вышли? Жарко тут так. По обрезке вы поняли. Сразу после обрезки мы включили капельный полив, пролили все, поубирали сорняки, траву. У меня прямо в центре куста трава и такая мелкая, как цветочки, травка. Как же она называется? Мокрица, по-моему. Тоже атаковала. Хочу сказать по мульчированию. Помните, я часть круга мульчировала корой, часть травой сухой на картон. Так вот, мне кажется, там, где была кора, травы меньше, почти не заросло. Но зависит от того, конечно, какой слой вы насыпали и травы, и коры. Но результат понравился больше с корой. Следующее, сейчас я вам расскажу, чем же я буду обрабатывать сразу после обрезки. Хотя у меня розы не замечены сейчас ни в каких болезней. 2 недели назад была обработка именно после обрезки. Почему? Потому что куст становится меньше, листвы меньше, цветы, лепестки не забирают на себя препараты наши. Они довольно дорогостоящие сейчас. Поэтому, когда кусты
обрезаны, прополоты обязательно от травы, мы обрабатываем их. Я покажу вам, какие фунгициды, какие инсектициды, может быть, акарициды я использую. А потом покажу, чем подкармливаю и зачем и почему. Все, сегодня, завтра, думаю, я закончу уже этот большой круг и перейду к плетистым и к остальным розам по саду. Желтый розарий, другой. Так, значит, смотрим сейчас по моим препаратам. Я их уже сейчас поставила тут недалеко и буду вам показывать. Смотрите, значит, сразу после обрезки я сделаю такую баковую смесь от болезней и вредителей. Препараты обязательно меняйте после каждой обработки, каждой подкормки. Я стараюсь все-таки подкормку и обработку от вредителей разделять. Вы можете делать баковую смесь. Тут на любителя. В этот раз я буду использовать Хорус. Хотела Маспилан, но передумала. Возьму Санмайт инсектицид. Это от насекомых. Сейчас объясню, почему. Маспилан голубенький. Видите, такая отличительная его черта. Маспилан это, по-моему, японский уже инсектицид. Он довольно хороший. И на трипсов даже частично действует. Но от трипсов я тепеки все-таки использую. Я буду использовать Санмайт. Я вам сказала, вот. Почему эти препараты? Я покупала большой дозировки, поэтому они у меня в таких пакетах довольно больших. Хорус и Санмайт. Почему же Санмайт? Потому что я посмотрела, у меня пятнистостей никаких нету. Но это по болезням. Хорус почему я буду использовать. Почему Санмайт? Потому что заметила, сейчас и не найду так быстро навскидку, в общем, а вот немножко. Смотрите, когда листик вот такой. Так оно видно, правильно я показываю. Вот такой немножко изогнутый, видите, как неравномерная листовая пластина, когда это уже первые признаки клеща. То есть на розах клещ, лист не вот такой вот ровный, вот я вам сравнительное покажу, не вот такой ровный гладенький листик, а немножко как изогнутая пластина. Это значит, что начал действовать у нас клещ. Поэтому я буду использовать Санмайт. Санмайт он и акарицид, и инсектицид. То есть он нам и насекомых, если какие-то есть. Просто он немного дороже по действию. Розы акарицидом я обрабатываю всего пару раз, наверное, за сезон. Наверное, сейчас именно то время. Так, ну и от болезней. От болезней предыдущая обработка моя была, по-моему, Сигнум я использовала. Вообще надо записывать, конечно. Записывайте, какую обработку, какого числа вы делаете. Сейчас буду Хорус. Хорус вообще действует он по экстремальным температурам, по низким и по высоким лучше. Ну, в этот раз решила Хорусом. Значит, у меня будет Хорус, Санмайт. И еще я, знаете, что купила? Препарат такой. Он вообще идет антистрессант больше. Так, где я его поставил? А вот он. Изобион. Препарат. Вот этой бутылочки хватает на 10 обработок. Это как повышает устойчивость растения к неблагоприятным условиям. Сейчас у нас такая жара идет. У меня есть препарат, который я покупала. Как же он называется? Сейчас тут напишу, забыла. Это после заморозков я его использовала. А изобион больше действует при вот такой жаре. Антистрессант для растений.
Решила для роз, хотя мои розы как бы не стрессуют. Весной стрессовали, а сейчас все нормально. Ну, решила добавить немножко, пусть порадуется. И медленно переходим, значит, по обработкам. Я вам сказала, смотрите, от клеща, от насекомых. Во вторую волну обычно трипсов и нету. Ну, мало ли, на всякий случай можно от трипсов еще. Но это уже когда у нас бутоны непосредственно от трипсов. Тепеки я буду, когда уже бутоны появятся на второе цветение. Сейчас скажу про подкормки. Спрашивали, чем и как вы подкармливаете. Сейчас объясню. Так, смотрите, по обработкам. Я в комментарии написала, что я, в принципе, прохожу только плантафолом. Особых проблем у растений нету, у роз конкретно. Поэтому комплексное удобрение я использую только один раз весной. У меня, хотя и действие его недолгое, 2-3 месяца, но под корень больше никаких комплексных я не рассыпаю. Вы смотрите по ситуации сами. Если у вас органических подкормок было мало, вы не конским навозом не мульчировали вокруг роз, ни торфом, ничем весной таким особо не удобряли, тогда можете рассыпать еще раз, сейчас конкретно после первого цветения, комплексное гранулированное удобрение. Можно с формулой, где достаточное количество азота. Почему? Потому что у нас сейчас вторая волна вот-вот наступит. После обрезки сразу и наступит, нарастать будут наши розовые кусты. И нам надо для стимуляции роста и для восстановления после цветения. Я люблю плантафол. Плантафол 20-20-20. Сразу после обрезки. Вначале пройду от насекомых, вредителей, болезней. А не сегодня, наверное, завтра. А послезавтра тогда подкормку. Перед цветением, когда у нас уже будут бутоны, тогда мы используем плантафол 10-54-10. Не перепутайте. Осеннее удобрение плантафол я еще не купила, где большее количество, не вторая цифра, а последняя калия. Мы будем где-то в конце августа, да, будем брызгать. Смотрите. Под корень можно, если вы комплексно не хотите. У меня уже замазался мешок. Я купила довольно большим объемом мастер. Ну, потому что у меня сад большой, мне такие маленькие пакетики как бы не подходят. Равнозначная, видите, формула 18, 18, 18. Замазаны. Это я, знаете, что гуматами. Гуматы рассыпались у меня. Теплицу проливала, огурцы, помидоры. И в одном пакетике лежала. Есть мастер 20-20-20. Они различаются по цвету. Мастер удобрения. Это Италия. Да, Италия. Удобрение довольно хорошее. Пролить. Как много? Где-то литра по 2. Я мастером все розы тут не буду. Я им пролью только розы, которые в кашпо. Потому что там все-таки ограниченное пространство. Им негде взять из земли. Тут-то розы из земли у нас тянут. Дождями поливаться. Хотя в кашпо тоже дождями. Но там они более в закрытой корневой системе, более угнетены. Растения, все растения в кашпо. Поэтому их удобрять надо чаще и больше. Но это такое отступление. Так вот, розы, которые у меня на кругу тут растут и вообще в саду в открытом грунте, комплексным я не буду ни удобрять, ни проливать. Еще можно сульфат магния. Если вы делали, помните, я вам рассказывала первую обработку, допустим, проливали, там тоже по 2 литра, 1,5-2, не больше. То сейчас можно по листу обрызгать. Это стимуляция идет базальных побегов у нас. Нам базальные побеги нужны, они еще успеют. Но это только сейчас, в августе, уже будет поздно. Сульфат магния. Им уже не надо. Так, и вот еще хотела показать вам.
Это роза Сабрина, тоже я ее не хотела обрезать. Вот такие большие красивые ветви. И тоже я буду вот до этой развилки вот это все дело. Горшок оставила там. Сильно она сыпется, конечно. Большую ветку. Но смотрите, у плетистых уже надо смотреть, чтобы вы ненароком не чикнули базальный побег, который нарос. Но они еще, по идее, не цветут базальной. Они во второе цветение будут. У плетистых роз мы пытаемся сохранить длину побега. Я вообще при обрезке плетистых роз, скажу вам секрет, оставляю побеги базальные и первого года. И то немного. Второго года, второго порядка стараюсь побеги не оставлять. Потому что мне не нравятся вот такие сильно разгалуженные, разветвленные. Не нравятся разветвленные такие кракозяблы ветви. А чтобы они были ровненькие и цветы. Поэтому я не оставляю побеги второго порядка. Вырезаю их. Вот поэтому вот такие большие ветви, вот такие и режу достаточно сильно. Так, потом уберу. И вообще обрезку буду делать уже вечером. Вот и все. Вся моя наука по розам. Хотела я сказать, что я... Вы видите, она ящерицу ловит. Мия, я уже утром без хвоста ящерицу снимала в Инстаграм. Там показала. Ящерица без хвоста у нас бегает по участку. Хочу сказать, что я стараюсь особо никакие растения в саду не выделять, не залюбливать. Ну, в том числе розы. Не бегаю вокруг них, каждый листик желтый там не обрываю, сразу не начинаю их чем-то лечить, брызгать, удобрять. И вообще удобрять не сильно я стараюсь растения, чтобы все были на равных условиях. Это так же, как с комнатными цветами. Залюбишь и брызгаешь его каждый день, и подкармливаешь, оно зачахло, завяло, листья повисли, ты уже не знаешь, что с ним и делать. Так и в саду. В саду даже еще больше. Тут смотрите, как они плотно насажены, посажены. Внимание хотят и ждут все. Я стараюсь равномерно любить все растения и розы в том числе. Ну, вот такой мой маленький урок. Просто я вам рассказала, как это делаю я. Ну, из кадра я ушла. Мне предстоит и прополка, и полив сейчас переключать. Не очень много работы стараюсь делать днем, но все успевать. Сейчас главное на повестке дня – обрезка роз, подкормка и обработка. Помпонелла роза так чудно цвела. Старалась снимать все розы, чтобы зимой вам показывать. Ну, думаю, на этом все. Встретимся через несколько видео. Всего хорошего. Эта плетистая роза цветет и цветет. Красивая. И Сабрина красивая. Смотрите, какая пышная. Единственное, она не сильно в высоту набрала. Так, все, я увлеклась опять обходом сада и рассматриванием своих растений. Всего хорошего, задавайте вопросы. И хотела еще вам сказать, после этого видео, я в основном вижу много комментариев после последнего видео. Оставьте свои вопросы про сад, какие вы хотите. Я хочу подготовить видео, ответы на вопрос про сад. Мышка прибежала, наша самая маленькая. Все, всего хорошего. Сосна, кому она нравится, вот вам покажу немножко. А мне нравится у Маша Барбара и белые лилии.